С начала октября прошло меньше одной недели, но зеленый октябрь уже дает о себе знать. Буквально за 3 дня биткоин вырос на 10%, и сейчас ему не хватает 1%, чтобы пробить новый максимум выше уровня 125 тысяч. Ключевыми катализаторами такого роста в начале месяца стали приток капитала в ETF, который превысил 2,2 миллиарда долларов, а также падение индекса доллара на фоне недавнего объявления шатдауна правительства США. Но если биткоин и эфир еще способны оставаться на плаву за счет прямых инвестиций через ETF, то вот альтам немного сложнее. Да, сейчас монеты растут на общем зеленом фоне, а также после просадки. Вот только шатдаун может поставить под вопрос начало активного роста альтов в четвертом квартале. И знаете почему? Потому что шатдаун остановил работу почти всех государственных органов США, в том числе и SEC. А в октябре подходят дедлайны по множеству ETF заявок, самыми главными из которых являются XRP и Solana. 2 числа уже должны были дать решение по лайткоину, но его, конечно же, не было. Такая же история происходит с экономическими отчетами, которые не будут публиковать до тех пор, пока в США шатдаун. А это очередной удар для ФРС, потому что не видя новые данные по инфляции или рынку труда, им будет очень тяжело контролировать денежно-кредитную политику. И как результат, это новое давление для рынка. Шатдаун может продлиться от 1 недели до целого месяца. И чем дольше он будет идти, тем негативнее это может сказываться на крипте, особенно на альтах, за счет чего этот быстрый рост может стать ловушкой для быков. Но сегодня я разберу, как долго будет идти этот шатдаун, сможет ли он аннулировать октябрь, на какие альткоины стоит сейчас делать ставку, каким образом Трамп может запустить новый альтсезон в четвертом квартале, а также мы обсудим многие другие последние новости. Так что уверяю вас, видео будет точно интересным и, что самое главное, полезным всем. Поэтому прошу вас поддержать его лайком. 1000 лайков по-прежнему остается нашей целью, так что давайте ее пробьем. И в честь этого я сделаю для вас большой топ перспективных альтов на конец 2025 года. Но если вас интересуют обзоры на отдельные монеты, то пишите в комментариях их название, ведь так вы еще сможете получить $10 за комментарий, как это зритель, а также $10 за подписку на телеграм-канал. Поэтому за вашу поддержку, как всегда, спасибо. Всем приятного просмотра, с вами Влад, мы начинаем. Итак, друзья, поскольку сейчас события на крипторынке разворачиваются очень быстро, особенно на фоне того, как биткоин приближается к новым максимальным уровням, советую прямо сейчас подписаться на наш телеграм, потому что там публикуется только актуальная информация в виде отчетов, свежей аналитики рынка и новостных дайджестов. Все кратко, по делу и без спама. Поэтому если вы хотите узнать, что будет с биткоином в октябре и какие прогнозы по нему дают два крупнейших банка, переходите и обязательно подписывайтесь. На вопрос, когда закончится шатдаун, ответа нет. Но важно понимать, точных дат окончания шатдауна в США никто назвать не может. Все зависит от того, как быстро республиканцы и демократы договорятся по бюджету. Но есть ориентиры и сценарии. С начала 80-х в США было больше 20 шатдаунов. Обычно они длились недолго, от пары дней до максимум 2 недель. Но рекорд, кстати, был совсем недавно, 35 дней, в 18 и 19 годах. Что же влияет на длительность прямо сейчас? Во-первых, это проблемы в политике. Если они быстро подпишут временное финансирование, то шатдаун может закончиться буквально за пару дней. Во-вторых, внутренние конфликты. Если жесткие крылья партии будут упираться, то переговоры могут растянуться на недели. И, конечно же, экономика. Чем дольше длится шатдаун, тем сильнее удар по бизнесу и рынкам. Это всегда подталкивает к компромиссу. Даже у разных ведомств есть лимиты. Например, суды могут работать только до середины октября, без нового бюджета, а дальше деньги просто заканчиваются. Возможные сценарии такие. Первый — это быстрый вариант, 3-7 дней, если подпишут временный бюджет. Средний самый вероятный, от 1-2 недель, а также затяжной, 3-4 недели и более, как это уже было в 2019 году. Сейчас аналитики ставят на то, что шатдаун продлится около 2 недель, но никто не исключает более жесткого сценария на целый месяц. Все решит Конгресс, насколько быстро они согласятся на компромисс. На фоне угроз долгого шатдауна появляются опасения касательно одобрения заявок по ETF. 2 числа у SEC истек ранний срок для принятия решений по заявкам на запуск лайткоин ETF от компании Canary Capital. Казалось бы, мы должны были увидеть исторический шаг. Первый фонд на базе одного из старейших альтов. Но решение так и не последовало. Почему? Все упирается не только в осторожность регулятора, но и в политику. В США начался шатдаун. Напомню, что это временная остановка работы правительства из-за того, что Конгресс не может договориться по бюджету. И здесь начинается самое интересное. SEC заранее подготовила план работы в условиях шатдауна. Что это значит на практике? Комиссия прекращает рассматривать и одобрять заявки на новые финансовые продукты, включая ETF. Приостанавливается регистрация компаний и ценных бумаг. Останавливается ускоренная проверка и вывод на рынок любых инновационных решений. Другими словами, пока шатдаун продолжается, никакого лайткоин ETF, никакого Solana ETF, а также XRP ETF и уж точно других крипто ETF мы не увидим. И это критично для всего рынка. Ведь именно ожидание новых ETF на альты подогревало интерес к сектору. Инвесторы надеялись, что вслед за ETF на биткоин, а также эфир, на горизонте появится больше новых ETF. Но теперь SEC говорит, пока мы ничего не одобряем и будем ждать решения по бюджету. Но здесь добавляется еще один момент. Вчера уже должны были выйти ключевые макроданные, отчет по рынку труда в США. Это базовый ориентир для ФРС, и от него напрямую зависят ожидания по процентным ставкам. Но публикация была сорвана, и теперь трейдерам приходится действовать почти вслепую. Нет свежей статистики, нет и четкого понимания того, как поведет себя ФРС.
ФРС на встрече в конце этого месяца. И вывод простой. Пока правительство США не вернет финансирование, крипторынок остается без катализаторов. Никаких новых ETF на альты, нет свежих макроотчетов и нет ясности в политике ФРС. Все это поднимает вопрос, стоит ли вообще ждать рост альтов в ближайшие месяцы, или он откладывается до тех пор, пока американские политики не закончат свою игру с бюджетом. Но в принципе сейчас альты растут и без ETF на фоне просадки доллара и в целом восходящей динамики биткоина. Вопрос только в том, как долго продлится такой рост. Тем не менее, сейчас на рынке появляется крайне интересная идея, которая может стать новым драйвером для крипты. Трамп рассматривает запуск программы так называемых тарифных дивидендов. Суть в том, что доходы от импортных пошлин, которые США собирают с внешней торговли, будут возвращаться американцам в виде прямых выплат. По предварительным обсуждениям, это может быть до $2000 на человека. И вот тут начинается интересное. На первый взгляд, такие деньги могут пойти на покрытие бытовых расходов. Еда, кредиты или аренда. Но часть этих средств почти наверняка может уйти в рынок крипты, где традиционно небольшие суммы перерастают в огромные движения за счет спекуляций и кредитного плеча. А если учесть, что альткоины дают куда больший потенциал роста, чем биткоин, именно они могут стать главной целью, куда пойдет капитал. Мы уже видели подобный сценарий. Вспомним 2020 и 2021 год, когда американцы получали так называемые ковидные чеки. Тогда на рынок пришли триллионы долларов свежих денег, и этот поток буквально взорвал криптоиндустрию. Доминация биткоина упала с 73% до 39%, потому что розничные инвесторы массово вошли в альты, разгоняя цены токенов на сотни процентов. Экономисты отмечают закономерность. Когда у людей меньше финансовых ограничений, они охотнее идут в риск. Если у тебя закрыты базовые потребности, то $500 тысяч можно легко поставить на крипту, в надежде удвоить свой капитал. А теперь представьте, что эти деньги люди получают от президента, который сам это подает как новое экономическое благо. Психологический эффект в разы сильнее, чем от обычных выплат, и это может совпасть с другим важным фактором – снижение ставки ФРС. Дешевые деньги плюс прямые выплаты – это идеальная комбинация для запуска новой волны спекуляций. Аналитики прямо говорят, дивиденды Трампа способны стать спусковым крючком для роста альтов. Но давайте будем честны, рынок уже далеко не тот, что был в 2021 году. В новом цикле выживут и покажут рост только те проекты, которые предлагают настоящую пользу. Это работающие блокчейны, экосистемы с реальными пользователями, а также различные проекты DeFi. Идея Трампа с тарифными деривативами – это не просто социальная инициатива, а потенциальный катализатор для крипторынка. Если эти деньги реально пойдут в руки американцев, то часть из них, конечно же, окажется в крипте. А в сочетании с мягкой денежной политикой мы можем увидеть повторение ковидного сценария, только уже с новым фильтром, где выживут сильные фундаментальные альты. И здесь уместный вопрос, а какие именно альткоины выживут и какие же стоит покупать сейчас? А подробный ответ вы можете получить в нашей подписке Coin22 Pro, где прямо сейчас мы продолжаем собирать индивидуальные спотовые портфели, а на локальных движениях рынка мы активно торгуем. Например, на этом резком развороте мы заработали на росте Aptos, также закрыли плюсовые лонги по лайткоину и было еще много других прибыльных сделок. Такой формат работы отлично подходит как опытным трейдерам, так и новичкам, потому что все участники Pro получают обучение, сопровождение и поддержку 24/7. А для трейдеров с большими торговыми объемами наш официальный партнер биржа BitGet предоставляет особые условия. Вместе с BitGet вы получаете самые низкие комиссии, повышенные ставки по Earn, расширенные лимиты в лаунчпулах, доступ к закрытым VIP-мероприятиям и эксклюзивные подарки. И сейчас мы дарим вам бесплатный доступ к подписке Pro, а также личного VIP-менеджера, а условия максимально простые. Либо депозит от $30 тысяч, либо торговый объем на фьючерсах от $5 миллионов в месяц. Более подробная информация, как всегда, есть по ссылке в описании. Поэтому все, кому интересно, обязательно переходите, регистрируйтесь на BitGet и становитесь участниками подписки Pro. Учитывая текущий новостной фон и приток капитала на рынок, давайте выделим ключевые альты, которые в ближайшее время будут оставаться в самом большом плюсе. В первую очередь не забываем про Solana. Solana снова на радаре фондов. Например, Hashdex подала заявку, чтобы добавить Solana вместе с ADA XRP в свой NASDAQ криптоиндекс ETF. Это важный шаг, учитывая новые стандарты SEC. Дальше больше. Компания Forward формирует настоящий фонд на $1,6 миллиардов, чтобы скупать Solana. Крупные компании также подтягиваются. Например, Bitmining почти удвоила свои запасы в Solana, а вот Apex нарастила позиции еще на сотни миллионов. В то же время в медиа уже заговорили о сезоне Solana. Даже Майк Новоградц из компании Galaxy намекает, что именно Solana может стать центром притока капитала от фондов. У Ripple тоже есть горячие новости. Компания предоставила дорожную карту по приватности. Скоро в XRP-L появятся новые функции блокчейна и конфиденциальные токены, и запуск запланирован на начало следующего года. Плюс на горизонте возможный XRP ETF. Решение по заявкам ожидают в середине октября, и многие фонды уже подали документы. С технической стороны XRP сейчас торгуется около важного уровня $3. И если поддержка удержится, то это усилит потенциал роста до $4 уже в этом квартале. В целом же XRP вместе с монетой ADA рынок воспринимает как более стабильные альты, а вот ADA чаще всего упоминается вместе с Solana и XRP. И это неудивительно, ведь ее также включают в заявки на новые индексные ETF. Плюс Cardano в том, что ее называют относительно безопасной альтернативой для инвесторов, особенно когда биткоин-акции показывают высокую волатильность. Еще ADA теперь интегрирована в кошелек Brave. Это открывает доступ к новым инициативам. Также киты за неделю накопили 70 миллионов монет, и это явный бычий сигнал. В итоге картина такая. Solana в фокусе фонда
фондов XRP ждет ETF и новые технологии, а вот ADA закрепляется как надежный вариант второго эшелона. И все это только усиливает интерес к альтам в преддверии конца года. Также недавно CZ встретился с президентом Казахстана, и результат получился историческим. Страна запустила госфонд, и первым активом туда включили BNB. Это первый случай, когда суверенный фонд добавил в резервы не биткоин, а именно токен биржи. На фоне этого BNB уже пробил новый максимум, и аналитики ожидают продолжения роста к диапазону 1500–2000 долларов. Если тренд подхватят и другие страны, то BNB может стать первым альтом в национальных резервах. Тем временем биткоин снова пробил важную отметку в 120 тысяч и уверенно закрепился выше этого уровня. Но это не просто случайный скачок, за ним стоит мощная фундаментальная основа. И сейчас мы видим не шум, а настоящие данные, которые меняют картину рынка. После крупных оттоков из ETF в конце сентября ситуация резко развернулась. Уже 1 октября в фонды зашло 676 миллионов долларов, а 2 октября еще 627. Когда такие объемы заходят 2 дня подряд, то маркетмейкеры вынуждены реально покупать биткоин, и цена реагирует сразу. Именно поэтому уровень 120 тысяч удержался, несмотря на все колебания. Но не менее важная ситуация с деривативами. Открытый интерес по биткоину вырос с 77 до 88,5 миллиардов долларов всего за пару дней. По опционам рост еще сильнее, с 41,5 до 52 миллиардов долларов. При этом объемы торгов взлетели до 111 миллиардов долларов. И это говорит о том, что на рынок пришли новые деньги. Это видно и по опционам. Дилеры расширяют диапазоны хеджирования, и ликвидность вокруг ключевых страйков становится плотнее. В конце сентября оно было отрицательным, а в октябре резко ушло в плюс. На пике 2 октября ставка доходила до плюс 0,7% в день. Это значит, что длинные позиции сейчас в плюсе, и плечо наращивается. И пока ETF забирают новые монеты, ситуация остается позитивной. Но есть и риск. Если поток ETF замедлится, а финансирование останется высоким, то длинные позиции станут уязвимыми, и рынок может быстро скорректироваться. На данный момент структура выглядит очень консервативно. ETF снова подтягивают капитал, деривативы расширяются, объемы поддерживают интерес, а финансирование поддерживает лонги. Сейчас важная зона – это данный диапазон. И если опционы закрепят открытый интерес, то именно в этом диапазоне может начаться консолидация. И получается, биткоин не просто пробил уровень 120 тысяч, а сделал это на фоне сильных притоков ETF, оживления фьючерсов и опционов, а также позитивного финансирования. Все это формирует фундаментал для продолжения роста в 4 квартале. И нам стоит следить за 3 индикаторами, а именно потоки в ETF, открытый интерес и диапазон опционов. Пока они остаются в плюсе, биткоин продолжает укрепляться. Получается, что октябрь оправдывает свое название Октобер. Трейдеры включились по полной, и сейчас объем покупок превышает продажи почти на 2 миллиарда долларов. То есть настроение стало явно бычьим. Трейдеры агрессивно заходят в лонги, и это подталкивает цену биткоина к новым максимальным уровням. Еще пару дней назад в СМИ обсуждали совсем другое. Разрыв на фьючерсах, который обычно тянет цену вниз, но в этот раз продавцам так и не удалось опустить цену биткоина ниже 110 тысяч. Более того, биржа СМИ планирует перейти в круглосуточную торговлю, чтобы такие гэпы вообще исчезли. На фоне этого фонды тоже не сидели сложа руки. ETF продолжают привлекать капитал, и за неделю фонды получили больше 2 миллиардов долларов, а это уже серьезный показатель, который поддерживает рынок снизу. Но самое интересное происходит вокруг ETF BlackRock. Опционы на этом ETF растут такими темпами, что уже даже обогнали биржу Deribit по открытому интересу. И теперь опционы впервые превысили фьючерсы. Аналитики Bloomberg прямо говорят, ETF это не шутка, ставки огромные. Именно фонды через ETF и опционы по факту диктуют структуру рынка. Таким образом, Октобер реально оправдывает ожидания. Фьючерсы показывают агрессивные лонги, ETF заливаются миллиардами долларов, а опционы от BlackRock полностью меняют рынок. Все это создает фундаментал для того, чтобы биткоин продолжал пробивать новые максимальные уровни. Капитализация рынка стейблкоинов впервые превысила уровень 300 миллиардов долларов. Это не просто цифра, а знак того, что стейблкоины становятся все более важным мостом между традиционными финансами и криптой. Давайте разберемся, кто тут главный игрок. По-прежнему король. Его доля больше половины рынка, примерно 176 миллиардов долларов. На втором месте USDC от Circle, около 74 миллиардов. А далее идет токен USDE от компании Tena, и он пробил уровень 14,8 миллиардов долларов и показал, что инвесторы все больше смотрят в сторону стейблкоинов с доходностью. Среди новых претендентов еще выделяется Sky, а также VLF, и они пытаются составить конкуренцию лидерам. Если смотреть по блокчейнам, то без сюрпризов. Ethereum держит почти 177 миллиардов в стейблкоинах, Tron на втором месте 76,9 миллиардов. Дальше идут Solana и Arbitrum с более скромными, но также большими цифрами. И самое интересное — это прогнозы. По данным Coinbase, к 2028 году рынок стейблкоина может пробить уровень 1,2 триллиона долларов. И все упирается в регулирование, а также рост токенизации реальных активов. И теперь главный вопрос: как это все влияет на биткоин, эфириум и альты? Еще в исследовании 2021 года было показано, выпуск новых стейблкоинов напрямую повышает активность на рынке. Когда печатают USDT, растут объемы торгов. И даже если цена биткоина падает, то спрос на Tether обычно растет. Это превращает его в такую безопасную гавань внутри крипты. Более того, приток ликвидности через стейблкоины часто приводит к новым покупкам биткоина. И получается замкнутый цикл. Печатают стейблкоины, растет ликвидность, часть уходит в биткоин, а также альты, и рынок стабилизируется. Эфириум же выигрывает в другой линии, через токенизированные активы. Даже в кризисные периоды, как в 2022 году, именно стейблкоины и токенизация помогли удержать стоимость экосистемы эфира от еще большего обвала. То есть каждый новый доллар в стейблкоинах укрепляет фундаментал
потенциал эфира. И получается, бум стейблкоинов – это не просто тренд, это глобальный процесс, который укрепляет крипторынок в целом. Он добавляет ликвидность и усиливает позиции биткоина, эфира и всех альтов. Но давайте честно, несмотря на текущий рост, рынок может подкинуть сюрприз. Биткоин до сих пор способен откатиться ниже 110 тысяч, а вот эфир до уровня 3800. И вот тогда все начнут кричать, что октобер отменяется. Я считаю, что эта фаза коррекции может продлиться до середины октября, и в этот момент медведи почувствуют уверенность. Шорты начнут расти, и большинство инвесторов поверят в падение. И вот именно тогда рынок способен развернуться и выдать настоящий параболический рост. И скорее всего это произойдет в последние дни октября. Октябрь в итоге может закрыться мощным ростом, и это будет старт настоящего пампа 4-го квартала. В таком сценарии биткоин может уйти выше уровня 150 тысяч, а эфир выше уровня 7 тысяч. И в это же время фундаментальные альты также покажут рост. Например, аналитики с твиттера Hcrypto и лично я допускаю, что рынок может продолжить расти прямо сейчас. И вот поэтому я всегда держу свободные стейблкоины, чтобы можно было их использовать на коррекции рынка. Это наша страховка, ведь если рынок проседает, то мы откупаем эту просадку. Самое главное, чтобы у нас было всегда два сценария. Но в целом мой настрой на 4-й квартал остается максимально положительный. И получается итог такой. Даже если мы увидим короткий откат в середине октября, и кто-то решит, что октобер отменяется, это всего лишь часть игры. Именно в эти фазы начинает формироваться новый импульс. А вот финал месяца, скорее всего, может подарить нам настоящий параболический рост, который задаст общий тренд всему 4-му кварталу. Поэтому нам стоит готовиться. Впереди может быть один из самых мощных пампов за последние годы. И в следующем ролике мы более подробно разберем биткоин с четкими уровнями, а также целями на месяц. Поэтому, если вам интересно, ставьте лайк. Ну а на этом, друзья, у меня все. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, как вы считаете, будет ли рост уже сейчас или же к концу октября. И обязательно подписывайтесь на Telegram. Там еще больше аналитики, а также эксклюзивных постов. Увидимся в следующем видео. Всем желаю удачи, до скорых встреч.